Друзья, сегодня будет очень важное видео про наше с вами будущее. Я много раз вам говорил, почему необходимо заниматься политикой. Зачем нужно участвовать в выборах, почему так важно обязательно поддерживать близких вам кандидатов и распространять правильные идеи. Сейчас в Петербурге происходит беспредел. А до обеда почему комиссия не работала? Вы можете ответить, нет? А кому? По списку вызываю. По какому списку? Пустите меня на территорию комиссии. Что вы творите? Пустите меня в комиссию. Почему? Да кто вам дал право дверь закрывать? Членам комиссии они вызывают скорую, заявляют, что им плохо, теперь плохо председателю. А можете выйти к нам, просто молодые люди нас толкают здесь, вот смотрите, человек бьет. Мне раньше рассказывали про прошлые выборы, что там происходит, что там выборы как сфальсифицируют, что там какие-то технологии из 90-х, там бандиты и так далее. Но я даже подумать не мог, что происходит такой ад. И сейчас я лично с этим столкнулся, потому что я вам рассказывал про эти выборы, я призывал вас в них участвовать. Я лично с этим столкнулся и хочу вам рассказать, что происходит сегодня в Петербурге. Вам сейчас некоторым может показаться, что это какая-то малозначительная ерунда, которую можно просто проигнорировать. Ну, потому что там какие-то муниципальные депутаты вообще. Сколько этих муниципальных депутатов? Кого-то регистрируют, кого-то там не регистрируют, какие-то сотни. Потом вот какая-то региональная, очень локальная история. И вообще, зачем вам этим заниматься? Вот именно потому, что у вас сейчас такие мысли возникают у некоторых из вас. Именно потому, что эта тема кажется не очень интересной, и в ней мало кто захочет разбираться. Именно поэтому вот эти люди, они и нарушают закон, потому что они думают, что это никого не заинтересует. Именно поэтому я хочу вас попросить прямо сейчас обратить на это внимание, посмотреть внимательно этот ролик, потратить 10 минут своей жизни, чтобы разобраться в очень важной теме. Во-первых, вы будете понимать, что реально сейчас происходит с выборами. Во-вторых, вы можете действительно повлиять на эту ситуацию и ее изменить. Сотни молодых людей, многие из которых зрители моего YouTube-канала, решили пойти в политику и избраться муниципальными депутатами. Я думаю, кто смотрит мой YouTube-канал, читает мои блоги, вы хорошо знаете про эту кампанию. Мы показывали, да, мы сделали штаб преображения Петербурга, мы предложили проекты, как мы видим Петербург, мы предложили наше видение. То есть это не просто какое-то, да, как говорят, вот вы там, у вас балабольство, вы ничего не делаете, ничего не предлагаете вообще, зачем вам идти там в политику? А это как раз история про людей небезразличных, которые хотят менять город, которые видят проблемы и хотят этими проблемами заниматься. Мы по ключевым вопросам Петербурга сделали наши проекты. Наши кандидаты, они эти идеи собирались реализовывать, нести их там в массы, этими вопросами заниматься, и вот эти люди пошли в политику. И еще раз, это не какие-то там заплесневелые жулики и крепкие хозяйственники. Это молодые, небезразличные люди, которые любят свой город, которые понимают проблемы этого города, и которые, самое главное, готовы эти проблемы решать. Но какие-то упыри в коридорах Смольного решили, что петербуржцам не нужны выборы, что с петербуржцами можно не считаться, их мнение вообще никого не волнует, поэтому на выборах петербуржцы этой осенью, они должны выбирать не из тех, кто будет менять их город и представлять их интересы, а выбирать они будут между сортами там различного говна. Прямо сейчас избирательные комиссии массово отказывают нашим кандидатам в регистрации. В регистрации мне отказали по причине отсутствия документов, в получении которых зампредседателя комиссии расписался. Сегодня меня не зарегистрировали кандидатом в муниципальные депутаты по муниципальному образованию в Владимирский округ, потому что я баллотировался от партии «Яблоко». В избирательной комиссии Петровского округа мне отказали в регистрации кандидатом. Официальная причина – якобы неверный номер округа в выписке от партии «Яблоко», от которой я выдвигаюсь. Стоит ли говорить, что это легко опровергаемая ложь? Меня пытаются снять с выборов в муниципальном округе Введенский из-за якобы неправильно поданных документов. До этого некоторые комиссии под разными предлогами, они вообще мешали подавать документы. И это вообще был отдельный цирк, в который сложно поверить, пока ты с ним сам лично не столкнулся. Это имеет большое значение, каждое слово и даже строчные недостатки, которые вы сейчас произнесли, и я увидел какие-то выписки, но совершенно точно по законодательству они не являются существенными и не являются причиной для отказа в регистрации. Нас снимают за то, что мы ставим политическое с маленькой буквы, а сами допускают ошибки в решениях,
Меня не оповещают, потому что буковку L забывают поставить. Вот такая вот у нас комиссия. Один из примеров, как они бегали, да, а комиссии начали прятаться. Прятаться, чтобы кандидат не мог подать документы. То есть, ну, как происходит процедура регистрации, да, что вы должны подать документы, и вас должны зарегистрировать, и вы окажетесь в бюллетене. А дальше жители Петербурга будут решать, хотят они вас видеть во власти или не хотят. Так вот, первый этап — это такая формальность. Ну, вам просто нужно подать документы. И представьте, что вы приходите подавать документы, но не понимаете куда, потому что избирательная комиссия, ее нету вывески, все двери закрыты. Вы пытаетесь найти в интернете, спрашиваете, никто не видел, какие избирательные комиссии. Никакой избирательной комиссии нету. Вот я сегодня приехала сдавать документы по замечаниям комиссии. Комиссия должна здесь находиться с 9:00. Мы сюда приехали еще в половину. Значит, кабинет номер 217 никак не идентифицирован. Он закрыт. Никого нет. Может быть, охранник, который открывает домофон, отошел в туалет. Людей нет. А здесь даже секретариат должен быть. Вот, избирательная комиссия Малогагаринская. Никого нет. Время сейчас вот 9:42. 18:26, 6 июля. ИКМО Адмиралтейского округа работает ежедневно до 20 часов. Дверь закрыта. Здравствуйте. А почему вы только сейчас пришли? 4 часа. Можно зайти в комиссию? В комиссию можно зайти? По списку вызывают. По какому списку? Пустите меня на территорию комиссии. Что вы творите? Еще ломаете дверь. Я не ломаю дверь, пустите меня в комиссию. Вы зачем здесь стоите? Чтобы меня не пускать? Вы им помогаете нарушать мои права? Я никому не помогаю. А что вы делаете? Вот на вас сейчас жалобу будут писать. Ради бога, пустите меня в комиссию. Почему? Да кто вам дал право дверь закрывать? В законе четко написано, да, чтобы вот такие вот упыри и жулики, они не прятались. В законе написано, что они должны в районной газете опубликовать адрес, где эта комиссия работает, опубликовать время работы и сроки приема документов, чтобы любой кандидат мог ознакомиться с газетой и прийти и подать документы. Казалось бы, скрыться невозможно, но не для питерских жуликов. Что делают питерские жулики, друзья? Они изымают тиражи газеты и, придя в газетный киоск, вы просто не видите этой газеты, и вы не можете никак узнать. Но тут тоже есть как бы уловка, потому что по закону, если вы не знали, в библиотеку любое издание, любое периодическое издание, которое выходит, его даже один экземпляр должен быть сдан в библиотеку. И вы такой, ну рано, раз в газетном киоске нету, я сейчас приду в библиотеку, в обязательном порядке там будет этот номер, я его возьму, я его прочитаю, вы приходите в библиотеку, а библиотека закрыта. Вот так вот бывает там. На ремонт, на учет, я не знаю, еще на что-то, все ушли на фронт. И вы просто не можете узнать, куда вам подавать документы. Вообще, можете представить? Еще раз, это происходит в Петербурге. 19 июня. Здание централизованной библиотечной системы. Сколько времени? Не знаю, 3 часа дня, никто не отвечает. Люди есть. Вот там есть. Люди сидят и не отвечают. Это не какой-то беспредел в деревне, где-то в тайге, где обезумел там председатель и начинает всякой ерундой заниматься. Это происходит в Петербурге. Когда вы все-таки находите, вы нанимаете детективов, вы находите эту избирательную комиссию, вы туда приходите, чтобы подать документы, и казалось бы, все должно быть хорошо. Но не тут-то было, потому что очень часто кандидаты в Петербурге, они сталкивались с тем, что, придя по нужному адресу, они видели там очередь из какого-то гоповатого вида упырей, а я по-другому этих людей назвать не могу, потому что, скажите мне, каким нужно быть мудаком, чтобы за 500 рублей продавать будущее своего города? Решите, пройду, пожалуйста, молодой человек, вы ко мне силу применяете? Нет, я силу не применяю. Решите, я пройду, господа. Пропустите, пожалуйста, меня дайте. Я тоже хочу подать вот это вот заявление, смотрите. Мне кажется, это провокация, это специально толкают. Что молодые люди... Работа ИКМО была более эффективна. Вот что это? Можно, пожалуйста, заявление? Мы хотим заявление подать, молодые люди нас не пропускают. Мне кажется, здесь люди... А можете выйти к нам, просто молодые люди нас толкают здесь. Вот смотрите, человек бьет моего коллегу. Это провокация. Это провокация. Смотрите, это вот. А провокация это с вашей стороны. И вот люди приходили, кандидаты, чтобы своими нормальными документами видели просто очередь. Очередь из этих мудаков, которые стоят там с макулатурой и просто тянут время, чтобы физически кандидат не смог успеть подать документы.
Я не знаю, кто вообще придумал, в какой больной голове могла родиться вот эта вот хитрая схема. Кому интересно, я оставлю на подробный репортаж в описании к этому ролику, потому что питерские журналисты, они внедрились в это змеиное гнездо, и они изнутри показали, как это происходит. То есть там реально люди за 500 рублей участвуют в этом б***ском цирке. И когда удавалось все-таки подать документы с помощью юристов, с помощью там давления, привлечения там средств массовой информации, после того, как документы люди подали, их теперь просто не регистрируют. Сегодня избирательная комиссия отказала мне в регистрации. Она утверждает, что в первом финансовом отчете и выписке не хватает сведений, которых, кстати, быть там не должно. Я собираюсь выдвигаться в муниципальные депутаты в округе Введенский. И несмотря на то, что все мои документы в порядке, комиссия мне в этом отказала по надуманному предлогу. И здесь очень важно понимать, что это не какие-то там неопытные хипстеры, которые там вдруг решили потроллить этих важных дяденек в костюмах, отвлекли их от забот, тут принесли какие-то там неправильно заполненные документы, и вот их теперь не пускают на выборы. Нет, друзья, это люди, все кандидаты, они прошли собеседование. Это адекватные, умные люди. Это люди с хорошей подготовкой. И документами занимаются не какие-то там школьники, да, документами занимаются опытные юристы. Юристы, которые уже не первый год в выборах участвуют и очень хорошо знают все эти уловки жуликов. 2 года назад эта команда, которая сегодня занимается питерскими выборами, она занималась выборами в Москве. Может, вы помните эту историю, тогда выдвинули 1000 человек муниципальные депутаты, и многие из них, они сегодня депутаты. У команды есть большой опыт. И еще один важный момент, что в Петербурге муниципальные депутаты выдвигаются от партии «Яблоко». Эта партия, она представлена в Петербургском Заксобрании, а значит, по закону им даже подписи собирать не надо. То есть по закону, если партия представлена в Заксобрании, она может выдвигать своих кандидатов на муниципальные выборы, и они все должны быть до этих выборов допущены. Вам может нравиться партия «Яблоко», она вам может не нравиться, вы можете разделять их идеи, вы можете быть против. Это вообще не вопрос для дискуссии, то есть это просто формальность. Их должны зарегистрировать, и они должны оказаться в бюллетене. И только петербуржцы осенью, придя на избирательные участки, они будут решать, хотят они видеть этих людей во власти, или им вот лучше, чтобы какой-нибудь там директор поликлиники или еще кто-то был, которого просто заставили, чтобы он там на кнопку так вот нажимал нужную и все. Смотрите, документы — это просто формальность. И приходит кандидат с идеальными документами. Все выверено, юристы, там каждая запятая, каждая точка, он приносит эту папочку. Что делают в Петербурге? Некоторые комиссии, там у нас был вообще просто потрясающий случай, да, когда они из папки документов, они забирают какой-то лист, один из листов. Этот лист они обратно к кандидату отправляют по почте. А потом говорят: ой, слушайте, мы вам отказываем, потому что у вас в папке нету листа. Какого листа? Так вот этого листа. Вот смотрите, у вас вот этого листа его нету, мы вам его отправили по почте обратно. А в папке его нету. Это не просто какой-то там жульничек, знаете, там потерялась страничка или еще мы не заметили, она нам прилипла, ее залили кофе, да, извините. Это такой демонстративный вообще наглое жульничество. Это просто адский беспредел. Когда из папки с вашими документами у вас что-то выдирают, отдают это вам и говорят: слушайте, ну извините, у вас вот не было этого. Это представьте, что вы пришли, например, получать водительские права, предоставили там все необходимые документы, все у вас там экзамены, все справки и так далее. Вы потом за правами приходите, а вам говорят: вы знаете, мы вам выдать водительское удостоверение не можем, потому что у вас нет медицинской справки. Вот этой вот. Вот этой справки у вас нету. Они просто вынули из папки с документов и вам ее отдали. А вот ваша справка пусть будет у вас. А в документах ее не было, и вы ничего не получите. Еще был случай, да, когда комиссия отказала, потому что посчитала, что подпись председателя партии «Яблоко», она фальшивая. То есть вы подаете необходимый комплект документов, идеальный. А он говорит: слушайте, мы так посмотрели на ваши документы, на подпись вашего председателя, и думаем, это не его подпись. Мы, в принципе, не знаем, какая у него подпись, и вообще мы экспертиз никаких не делали. Ну, просто вот она нам не нравится. Нам не нравится подпись, поэтому подпись нам кажется фальшивой, мы документы учитывать не будем и вас не зарегистрируем. Ну и вишенка на пироге этого беспредела — это то, что самому председателю партии «Яблоко» в Петербурге тоже отказали в выдвижении, потому что якобы он не подал документы о своем выдвижении. Хотя есть отметка комиссии, что они приняли документы. То есть вы несете, вы все сдаете, вам говорят: принято, а потом говорят: а вы не подали документы. Так вот же не подал, они подали. Вот так вот все. И таких случаев очень много. Прямо сейчас массово отказывают в регистрации нашим кандидатам. И еще раз, все это происходит ровно потому, что жулики, вот эти вот упыри в Петербурге, они уверены, что эта тема никому не интересна.
что мы с вами эту тему просто проигнорируем, а осенью они получат боевые награды, грамоты, как ловко они провели выборы, что везде победили правильные люди, получат путевку в Крым на отдых и уедут счастливые, довольные отдыхать. Если честно, я вообще смотрю на этот дикий просто цирк, и у меня в голове не укладывается, что это может происходить. Я не знаю, кому в Смольном пришла идея создать такую точку напряжения в Петербурге. Я знаю петербуржцев, эти люди, они не готовы терпеть унижение, да, они не готовы терпеть такой беспредел, это Петербург. И мне кажется, что для любого петербуржца должно быть унизительно, что вот так вот нагло у них сейчас хотят забрать будущее, что вот так вот нагло их лишают выбора. Я очень надеюсь, что вы просто не знали об этой истории, вы не знали о том беспределе, который происходит. И сейчас, когда вы понимаете, что происходит в Петербурге, эта история вызывает только одну эмоцию – гнев. Сейчас юристы, представляющие интересы кандидатов, они подают жалобы, и сейчас эта вся история пройдет по всем инстанциям, суды и так далее. Но без вашей помощи и без вашего участия победить этих жуликов будет очень сложно. И сейчас у вас есть возможность этот беспредел остановить. Расскажите об этом в своих социальных сетях. Расскажите, что в Петербурге прямо сейчас наглейшим образом фальсифицируют выборы. Что адекватным оппозиционным кандидатам не дают подать документы и отказывают им в регистрации по беспределу. Я знаю, что на российском ютубе очень много крутых блогеров, которые родом из Петербурга, которых любят в Петербурге, которых смотрят, которые пользуются там авторитетом, у кого большие аудитории. Попросите блогеров, которых вы смотрите, попросите людей, кто, по-вашему, имеет большие аудитории и доносит правильные мысли, рассказать своим подписчикам об этом беспределе. Отправьте им ссылочку на мой ролик в комментарии или там, в личные сообщения, как вы с ними общаетесь, чтобы они тоже это увидели и, возможно, они расскажут об этом своей аудитории. И я лично хочу обратиться к своим коллегам, к блогерам, кто работает на ютубе. Друзья, я знаю, что тему политики не все любят затрагивать, что эта тема кажется кому-то токсичной, опасной. Я понимаю этих людей, действительно, куда проще снимать какие-нибудь развлекательные шоу, ролики, какие-то безобидные там пранки или какой-то travel-контент. Но прямо сейчас, обладая большой аудиторией, прямо сейчас, вы можете помочь сделать Петербург, да и всю Россию, намного лучше. Сейчас вы можете помочь хорошим людям прийти в политику, чтобы эти люди стали вашим голосом, чтобы у вас появилось представительство. И рано или поздно, когда беспредел коснется вас, а он обязательно коснется, эти люди уже вам помогут, когда у вас будет представительство. Это действительно очень важно. Ребят, спасибо, что посмотрели. Помогите вывести это видео в топ. Ставьте лайк, распространяйте, пишите комментарии. Я надеюсь, у нас получится в Петербурге все-таки помочь ребятам зарегистрироваться. И осенью на выборах петербуржцам будет из кого выбирать. Всем пока.